Да, ребятки, hello, как говорится, приветствую вас в Швейцарии. И сегодня у нас небольшой, но интересный обзор на тему, какие вообще штуки в мире бывают. Вернее, на каких автомобилях люди ездят. Помните такой автомобиль BMW Isetta? А еще автосалон в Женеве 5 лет назад. Так, ребятушки, короче, разные есть машины на автосалоне в Женеве. Главное, чтобы дверь не прижала. Также в обзоре Citroёn Ami, где мы снова упомянули Microlino, многие нам написали, неплохо бы сделать полный обзор на эту машину. Почему бы и нет? Вашему вниманию, Microlino. Такие штуки в Европе уважают, их покупают и на них полноценно ездят. Что к чему, обзор, поехали. Итак, ребятушки, немножко интересная история. Машину эту, Microlino, вот мы находимся в автосалоне, и тут все цвета, все комбинации, все комплектации и, честно говоря, одни эмоции. На первый взгляд машинка немножко странная, мягко говоря, но стоит рассмотреть подробнее, потому что интересных особенностей у нее много. Так вот, эту машину, кто бы мог подумать, делает компания Micromobility, та самая, которая делает самокаты. Я думаю, вот эта вот штуковина многим знакома. Машину эту делали очень неспешно, ну сами понимаете, сначала делали самокаты, потом вдруг решили сделать машину. Так вот, представили еще в 2016 году, вот как раз тогда, когда мы были на автосалоне в Женеве, планировали начать продавать в 2018 году, собрали 4500 предзаказов, но когда привезли первую версию этой машины на специальные тесты, все строго, машина все-таки новая, им сказали: ребята, все не то, надо все переделать. У той машины было много что по-другому, например, руль. Он был встроен в дверь, как у оригинальной BMW Isetta. В этой все переделали. И вот спустя 5 лет перед нами Microlino 2.0. Машина, которая уже официально продается, поставляется владельцам. И вот, пожалуйста, можно прийти, купить, потестить и, что называется, сел и поехал. Самая необычная вещь в этом автомобиле — это, естественно, дверь, совмещенная с лобовым стеклом. И вы спросите, зачем это сделано? На самом деле объяснение элементарное и очень простое. Когда вы подъезжаете куда-то к магазину, можно сразу выйти на тротуар. То есть машину парковать не параллельно, да, она как кубик такой, а парковать вот прям вот так вот. Она идеально занимает парковочное место вот в таком вот виде. И более того, эти машины могут парковаться вот, ну, не штабелями, но вот рядом друг с другом. А так как боковой двери нет, это никому не помешает. Прям вплотную встали, все двери открываются вот так вот, и вы выходите на тротуар. Ну, как вы знаете, в Европе свои заморочки с парковкой. Да. А здесь эта проблема буквально решена. Длина машины 2,5 метра, ширина почти 1,5 метра, высота тоже 1,5 метра. Вес 3 варианта: 496, 513 или 530 килограммов в зависимости от мощности батареи. Чем больше батареи, чем мощнее аккумулятор, тем больше вес. Что еще интересного спереди? Фары встроены в зеркала. Да, это фары. Это просто светодиодная полоска, она как бы тоже светит, но не так, как нужно. То есть полноценные фары у нас вот здесь вот. Также у нас есть сдвижная крыша. Сдвигается, правда, только руками. И делать это нужно, естественно, сами понимаете, изнутри. Я сейчас на секунду затупил, стою и такой потянулся к ручке, хотел ее открыть, чтобы... как бы двери-то нет, дверь-то вот она вот здесь. Вот. Открывается. О, прям офигенно удобная ручка здесь. Раз. И... вот так вот можно ехать. Ну, то есть эта машина все-таки по фану. То есть фановый автомобиль. То есть надо понимать, да, вот сейчас в Якутске, вот когда мы снимаем, минус 47, да, а вот через пару месяцев в Ницце будет плюс 25, плюс 30, а билеты в Ниццу на минуточку стоят 20 тысяч рублей. Ну, не так уж дорого, можно себе позволить. Делаете визу в Ниццу, берете в прокат, и вот на таком вот катаетесь. Кстати, по поводу проката летом, если брать, то, естественно, вот такой вот вариант. Правда, это пока прототип. То есть машина, ну, на самом деле, уже готова, она уже на ходу, как бы ездит, все работает, но еще не в продаже. Если будет спрос, они тоже планируют запустить. И есть небольшой нюанс. Это багажник. Багажник невозможно открыть никак, кроме как с ключа или из салона с сенсорного экрана. Вот, ручки никакой нет. Закрываем. Все, ключа нет, никак не откроем. Нужно дотянуться до экрана, нажать кнопку, и после этого багажник открыт. И вернемся к задней части автомобиля. Выглядит тоже необычно, просто потому что это не автомобиль. По европейской классификации это транспортное средство формата L7E. Проще говоря, это квадроцикл. И вот интересный абзац. Младшая модель Microlino Light подпадает под европейскую классификацию L6E. Не L7E, а L6E. Мощность двигателя 6 кВт, максимальная скорость 45 км в час. Да, как и в случае с Citroёn Ami, на этой машине, ну то есть не конкретно это, а на версии Light, которая 45 км в час, можно ездить с 14 лет и без водительских прав. Ну а это все-таки уже официальная машина, здесь права нужны. Хоть это и не машина.
Несмотря на все габариты, несмотря на вот то, что я могу ее обнять, у этой машины вполне пристойный багажник, 230 литров. Помните Citroёn Ami? Там только в ноги что-то можно поставить, а здесь 2 чемодана вполне себе можно положить. То есть на этой машине, в принципе, даже за продуктами можно ездить, и детская коляска сюда поместится. Кстати, еще забыли показать. Интересный интерфейс снаружи – это разъем зарядки. И тут есть кое-какая крутейшая особенность. Они рекомендуют, прям конкретно рекомендуют заряжать ее от сети 220, потому что это занимает всего 4 часа. Но если вы используете быструю зарядку, всего 1 час. Садимся. Я все время насколько тяжело приучить себя садиться через капот. Итак, секретная кнопка. Раз. Перед нами салон автомобиля Microlino. Это все, что есть. Рулевая стойка теперь фиксированная. В BMW и Z, еще раз напомню, руль был прямо вот здесь вот. Так. Так, давайте закрою. Как на подводной лодке. Задраить люки. Так. Блин, вы знаете, очень клево. Так удобно. Вы, ребятки, не представляете. То есть для... Прям восторг, честно. Вот одни эмоции, прям накатили эмоции. Вот если брать это в прокат летом, где-то покататься по побережью, да, так с комфортом, не гоняя никуда, там где-то поездить по району, очень круто. Обзорность шикарная, огромное стекло слева, справа. Ну, есть кое-какие, конечно, такие интерфейсики, так себе это вот типа вот такой, да, то есть окно открывается. Ну, опять же, да, крыша, так. Ребятушки, hello, как говорится, удобно. Так, сейчас я... Как выйти-то отсюда? Подожди. Тут столько разных прикольных секретов. Здесь вот за вот этой вот перекладиной там кнопочка. Раз, и там кнопочка. Раз, и открывается. Перекладина, да? В нее встроен ЖК-экран. Здесь управление у нас климатом. Я сейчас с телефона покажу. Так, это вот обдув был, это подогрев, это лобовое стекло, это заднее, это багажник, это свет и это настройки. Одометр, это вид. Ого, сейчас покажем. Даже имя машине можно. Офигенно. А как выйти? Вопрос, а как обратно выйти? Как из этого меню выйти обратно? Не, серьезно. Смотри, само. Экран есть. И качественный хороший экран. Цветной. Более того, его можно настроить. То есть заходим в настройки. Вот так вот. И вот видите, меняется. Слева у нас рычаг коробки переключения передач. Что, прям можно ехать, кстати. О, ребятушки, я уже покатался на Microlino. Есть вот такой ручничок здесь, ручник, сеточка есть для вещей. Осторожно, смотрите, не пришибло дверью. А также колонка, фирменная колонка. Кстати, да, как и в Citroёn Ami, здесь нет своей аудиосистемы. То есть все, что есть, это у вас вот это. Подключаете по Bluetooth телефон к колонке, соответственно, а что ты смеешься? Чувак, стоит 12 тысяч евро, что ты хотел? Так вот, подключаете телефон к колонке, и у вас после этого, так сказать, работает музыка через эту колонку, но с вашего телефона. Другого тут никакого способа воспроизведения нет. Окна вот такие вот. Но самое клевое это кресло. Это реально диван. Здесь так вот ноги можно вытянуть. В ней можно даже практически идеально поспать. Прям весь диван можно, представьте, двигать. Ребятушки, это идеальная машина для двоих, для какого-нибудь жаркого... Плохо сказал. Для отдыха в жарких странах. Вот так вот. Однако, ребятки, кроме шуток, есть один серьезный такой момент. Здесь нет практически никаких систем безопасности. Подушки безопасности ни в каком виде, ни в какой комплектации, ни за какие деньги тут не предусмотрены, потому что это квадроцикл. Более того, с учетом того, что... Слушай, выход из... Просто по-царски вышел. К магазину Gucci подъехал, да? Сразу. Так вот, с учетом того, что они эту машину полностью переделали, они переделали, кстати, еще и подвеску, там сейчас Макферсон стоит, раньше была какая-то совсем там древняя, сейчас тут прям нормальная подвеска. Они переделали еще много, что касается конструкции. Поэтому в плане безопасности она прошла необходимые тесты во всех необходимых ведомствах, поэтому даже несмотря на отсутствие подушек безопасности, ну, наверное, хочется верить, что это как-то более-менее, наверное, безопасно. Чувак, на всех современных машинах металл проминается так же, хоть на Kia, хоть на твоем Opel.
Но еще раз напомню, что есть несколько доступных цветов. Вот темно-синий, темно-серый, оранжевый, голубой. Пока что концепт, но, возможно, скоро поступит в продажу. Темно-зеленый матовый. Есть красная микролина, выглядит классно. Ну и самый хит, самый популярный цвет, и сейчас чаще всего поставляют тем, кто эту машину купил. Здесь, в Швейцарии, это одна из первых стран, где машины начали продавать. Это серый матовый. И тут, ребятки, у нас для вас сюрприз. Вторая часть этого обзора – тест-драйв. Мы нашли человека, одного из немногих, которому эту машину привезли. Он предзаказал ее давно и наконец-то ее получил. И согласился нас на ней прокатить. Рекламная пауза и вторая часть. Продолжаем. О, ребятки, у оператора Йота... Чего? Еще не... Так, ребятки, там еще какая-то полезная информация. Давайте посмотрим. Да, ребятки, еще прикол. Пока не уехали. Это вот специальная тряпочка. Знаете зачем? Номер приклеивается. Не предусмотрена рамка, сверлить не предусмотрено. Берете как бы наклеечку, которая вот с этими крючочками маленькая, и приклеивается номер сюда. Да. Так вот, у оператора Йота есть офигенная штука, называется конструктор. Тариф можно полностью настроить под себя и не переплачивать. Кстати, там есть варианты даже по 190 рублей, рекомендую посмотреть. Однако есть нюанс. Максимальный объем интернета в конструкторе 50 гигов, а как мы выяснили, многим ребятушкам нужно намного больше. Нужно больше золота. У оператора Йота есть решение, называется максимум без лимита. С этой опцией трафик на популярные приложения, на эти, а также вот на эти вот, полностью обнуляется, и 50 гигов вы можете использовать куда-нибудь еще. Теперь точно должно хватить. А теперь самое приятное, нет, вот прям вот самая приятная стоимость опции всего 200 рублей в месяц и работает по всей России. Горячо рекомендую. Специальная ссылка уже внизу. Продолжаем. So, this is the car, right? Yes, How tall are you? 199. What? And you drive this car? Yes, for sure. Can you show us how do you sit in this car? Yes, of course. So I have to open it, and there's the secret button. So, so like this, one turn, and oh, voila! That's it. Is it enough space for you? Yes, we are coming too, so we can sit in together. We have space enough. Do you really feel comfortable here? More or less. So it's not a SUV or something Yeah. like that, of course. So can you give us a short ride? Yes. Yes, Right of here. course. Yeah. I'm still wondering, how did you decide to buy such a small car? You're a big man. Yeah, I saw this car about 6 years ago when they showed this In Geneva? first time. Yeah, We've the been first there. time Yes. in Geneva with this prototype. I saw this car and I said, if they bring it on the street, We can must go, yeah. have one. Do you like drive it alone or with someone? Normally I drive it alone, right? So or with my kids. You put kids here? Yes, Two of course. kids? So Or one what by should I one? say? It's not allowed, actually, but it's possible. Let's say it this way. I feel so funny. yeah. Yes. First time, let's say a test drive, Yeah. all three together. So there was a little bit scary about. So it's. Aren't you too close to the next one or something? Yes, yes. Is it safe? I hope. Yeah. You hope. Hope is a good word, yes. I was driving smart cars for more than 10 years, so I'm comfortable with this compact size. And you have to drive a little bit more careful, let's say, than with a normal car, because there is not much space in front. Yes, correct. If there should be something like a crash or so, it's definitely not that funny. Yes. But if I think it's if I drive a motorcycle or something like this, there's less things around. Summertime, I'm often riding my bicycle. So maybe Microlino is a little bit a winter bicycle, let's say. If I look on the streets, so they are so, especially in Switzerland, there are so many big cars, SUVs and so on. You have to look for the environment and so on, and I think it's no idea. reason to use a big car with 2 or 3 tons of weight. So this is also, let's say, a statement to say, hey,
look, right. you don't need this big car. So right. it's also fun if you look outside. If you drive through the city or so, sometimes there are some people with other cars which are lighting and Yes. say hello. So discussions. Oh, this is this old car with the front door and so on. It's something with emotion. Yes. So, and Yes, this absolutely. is something that I love very much on this car. So you can discuss about the small things in life which makes fun and which you really need. So That's a very good statement, yeah. Very good statement. And by the way, I need to show also to our subscribers that you've got a 77 car, right? yes, right. So It's one of the first ones in Yes. the world. yeah, so the first series, of the Pioneer series, Yes. they will make the 999 Just 99, pieces. yeah, Yes, 999. and this one is 77. number 77, and this is due to my birthday year. So I was born back in 77. Oh, nice. Still, are there any things that you don't like in this car? It's not that silent inside. I think that's that's a sure point. On the other hand, Comfort, speed, battery, any of these? it's all okay? okay for this kind of car. So I mean, of course, if I would drive to holiday for let's say 300 kilometers, Yeah. that's not the right car for it. Yes. You don't have an airbag, by the way. That's What right. do you think? That's fine? It's not a sport car, so you can't drive that fast and so on. And I hope, maybe that's a little bit naive, but I hope that if I drive carefully enough, it shouldn't come to a crash. So I also Correct. don't need an airbag. And once again, this car isn't built for these big routes, fast routes, and so it's more for the city and for short distances. Okay. I hope I can say this in a few years still. Yes. You can open the roof, right? Yes. Do you use it? Yeah, at the moment it's a little bit cold or fresh for it, but Very fresh. Yes. yeah. All right. You can close it and then. Yes. Oh, it's already It's closed. very smooth. Yeah. Like chink, Yeah. chink. So do you feel comfortable driving with these all small streets? Yeah. It's no problem. Yes. To go to underground. Yeah, all right. You fit everywhere. In every underground parking. For Yes. small cars, for middle cars, everywhere. Yeah. And due to the fact that it has a motorcycle number plate, it's also, Yes. especially in Switzerland, it's also allowed to park on a motor parking. Oh wow. You always have to look to the mirrors because Yes. there are also a light there. If you break it, Yeah. you also break the light. Right. It's not a very perfect car to go with friends after party, yeah? Yeah, right. On the other side, you can say, "Oh, sorry, I have no space." So you don't Yeah. need to take so many. 6, 10.5 and 14 kilowatts. Yeah. How much is this? 10.5, the middle. 10 in the middle one. And the range is 95, 175 and 230. Depends on the power. Yeah, depends on the power and on the temperature. So yes, it's winter. Yeah, Yeah. I understand. It's 17 horsepower. Yeah? Yeah. And maximum speed 19 kilometers per hour. Yeah. Correct? Yeah. Is it that's really? correct. It really goes 90? Yeah. Good. That one, right? Yeah. Oh, that one. That's space. You can park like this? Yes, Is for it, sure. is it official? More or less, yes. That's fun, and you can go straight to McDonald's. Yeah. Yes. And from 9 to 50 in 5 seconds. Yep. That's realistic. Yeah. Chris, thank you so much. Yeah, you're very That welcome. was a really So- fun. Thank you for riding to McDonald's. Yeah. So, Do you want 2 cheeseburgers or 1 hamburger? one cheeseburger is okay. Just give me a minute. Fetchable. All right. Ребятушки, по-моему, это лучший пример использования микролина. Смотрите, встали в спот для мотоцикла. И это официально, потому что у микролина номер мотоциклетный. Кстати, идите сюда. Как мы и говорили в салоне, номер, вот он, мотоциклетный, клеится на эту прищепку.
можно убежать с ним. Вот так вот. Теперь самое интересное, это ценник. 14 990 франков. Это самая базовая версия. Но топовая стоит около 20, кстати, тысяч франков. А это уже довольно приличная сумма. Поэтому, ну, так сказать, каждому на вкус и цвет, что называется. Кому-то нравятся вот турбовые разные аппараты. Вот BMW X7, пожалуйста, стоит. Кому-то нравится вот такой. Вот Крис, да, почти 2 метра ростом. У него, в принципе, есть возможность купить машину дороже, больше и комфортнее. Но вот для него это фан. Вот он прям идейный. То есть, вот прям Швейцария вообще чувствуется, Европа, да, что называется. Поэтому забавно уж точно. Стоит ли своих денег? Каждый решает сам. Но с удовольствием почитаем ваши комментарии. При этой Швейцарии Микролина 77-й автомобиль. Спецсерия. Увидимся. Пока.